Друзья, всем привет! Меня зовут Овчинников Кирилл, вы на канале компании ОК Авто, и сегодня мы поговорим про топ-автомобили за 500 тысяч рублей. Это не те автомобили, не тот топ, которым мы будем рассматривать топ-5 либо топ-10 автомобилей. Мы просто поговорим вам про автомобили, которые реально купить в отличном состоянии, ну и которые будут так себе за 500 тысяч рублей. И начнем мы с тех автомобилей, которые так себе за 500 тысяч рублей, и объясню почему. Первым в нашем списке, я их немножко объединю, это в принципе весь концерн ВАГ-группы, это Jetta, Golf 6 и Octavia A5 в рестайлинге. Их можно купить на механике с двигателем 1.6. И у Jetta, и у Golf, и у Octavia есть такие модификации, они достаточно простые по комплектациям. Но их реально купить за 500 тысяч рублей с пробегом 130-140 в хорошем состоянии по кузову и по технике. У Гольфа, в принципе, автомата нету, там только робот. Jetta 1.6 с автоматом есть, но, как правило, за хорошее состояние надо будет отдать практически 600 тысяч рублей. За Octavia в A5 кузове 550-580 тысяч рублей. Ну а если вы хотите взять 1.8 на автомате, то готовьте 600, 630, может быть даже 650 тысяч рублей за 12-13 год за пробег 80-90 тысяч километров. Дальше мы затронем автомобиль группы GM. Это Opel Astra и Chevrolet Cruze. На самом деле изначально я хотел Chevrolet Cruze отнести немножко в другую категорию, потому что Chevrolet Cruze реально купить за 500 тысяч рублей хороший 1.6 на механике либо на автомате, но так же как у Opel, в принципе, у них взаимозаменяемые одинаковые коробки, движки. Я их все-таки решил отнести в категорию так себе. Почему? Потому что механика, что автомат имеют определенные нюансы и проблемы. Перегревы, пинки, часто замена масла, у механики маховик и прочее. И это я говорю про пробеги до 100 тысяч километров. Двигатели 1.8 это отдельная категория с нечитаемым номером двигателя, это постоянные течи и прочие болячки. 1.6 туда же, ну а турбомоторы это, если мы говорим про Opel и про Cruze 1.4, 1.6, ну это вообще отдельная категория. Я их даже не хочу затрагивать. Там еще больше нюансов и проблем. И за 500 тысяч рублей это далеко не идеальные автомобили, но 1.6 на механике в простенькой комплектации попробовать поискать можно и найти с пробегом 120-140 неплохой автомобиль. В принципе, можно завершить этот топ так себе автомобилем Honda Civic 8-го поколения. Объясню почему. За 500 тысяч рублей это 8-9 год, это рестайлинг, и почему их сложно найти? Потому что эти машины очень были популярны в свое время у молодежи, и сейчас их точно так же очень любят в вторичном рынке, потому что все-таки есть живые машины, которые люди покупали в семью, которые там переходили из рук в руки, и люди на них ездили не так много, достаточно хорошо обслуживали, сохраняли в хорошем состоянии. И за эти действительно живые машины люди просят 650-600 тысяч рублей. Это, 9-10 год, действительно хорошее состояние. Если говорить про 500, ребят, реально, 1.8 механика автомат с пробегом 1180, с нюансами, с мелкими по кузову, реально найти, реально. Но опять же, это будет не идеальный автомобиль. И плавно мы переходим к нашему списку тех машин, которые будут действительно хорошие, которые будут вам служить, которые будут с небольшими пробегами в отличном состоянии. И мы плавно перейдем к Форду. Это Ford Focus 2, это не третий Focus. Третий Focus можно рассмотреть за 500 тысяч рублей на механике 1.6 12-13 года. Эта машина будет действительно в неплохом состоянии, и даже можно за 450 ее найти. С какими-то косметическими окрасами, с пробегом 1080-120, но робот за 500 тысяч рублей, да и в принципе их робот рассматривать к покупке я бы подумал несколько раз.
Дальше Ford Focus 2 за 450 тысяч рублей можно найти в отличном состоянии, действительно хороший, в рестайлинге 8, 9, 10, 11 года. Это будет машина с пробегом 1080, 90, 100. Это действительно можно рассчитывать на офигенную комплектацию, климат, подогрев лобового и прочие опции, которые доступны во втором фокусе. 1-2 собственника. Это не самый простой поиск, но это действительно реально, это будет хороший обслуженный автомобиль, который, самое главное, при дальнейшей продаже будет очень ликвиден. Вы не потеряете в цене практически ничего, если будете содержать данный автомобиль, поддерживать в таком же состоянии. Следующим нашим автомобилем будет Mazda 3 BL за 500 тысяч рублей. Это дорестайлинг, это начальные года выпуска, 9-10 год с пробегом 1140-150. У машины есть свои минусы, но в целом, в общем, это действительно хороший автомобиль, очень надежный и очень ликвидный на рынке. Его точно так же, как и хорошие другие автомобили, очень сложно найти. Давайте будем объективны. Бюджет 450-500 тысяч рублей – это один, наверное, из самых востребованных на вторичном рынке. Люди охотятся за машинами в этом бюджете. Поэтому любой автомобиль из нашего списка будет найти очень непросто, но реально. И возвращаясь к Mazda 3 BL, слабая динамика. Слабая динамика – это основной минус этого автомобиля, особенно в совокупности с коробкой автомат. Но у него есть и плюсы, это прикольные опции, и климат, и подогрев лобового, и круиз, и другие приколюхи, которые, в принципе, если вам динамика не так сильно важна, доставляют приятное удовольствие. А вот если вы сможете найти 2-литровый двигатель, то и этот вопрос, в принципе, отпадает. Следующим автомобилем будет чуть менее популярный автомобиль на вторичном рынке, но я его решил включить в этот список, потому что он очень надежен, как двигатели, так и коробки. По подвеске вопросов в целом нету, и есть очень крутые комплектации. Это два автомобиля, это Nissan Tiida и Nissan Note. Машину можно рассмотреть 11, 12, 13 года выпуска. Действительно в хорошем состоянии, может быть в родном окрасе, родной стеклине, один собственник, может быть 2 собственника. Это пробеги до 100 тысяч километров и прокомплектация. Это действительно крутые комплектации, бесключевой доступ, омыватели фар, круиз, климат, AUX, USB, подогревы, литые диски, складывание зеркал и все то, что действительно доставляет определенные удобства при эксплуатации автомобиля и при дальнейшей продаже. Если говорить про Tiida, у нее есть даже комплектации с такими комфортными кожаными сиденьями, и огромный плюс в принципе к этим двум автомобилям – это двигающийся задний ряд сидений. Если, допустим, отодвинуть задний ряд что на Note, что на Tiida, то сзади не менее комфортно, чем в D-классе, потому что места получается очень много. Это к вопросу о дальних поездках. Если с собой не очень много вещей, то зачтется. Я не мог не включить в категорию автомобилей за 500 тысяч рублей всеми любимый B-класс. Это Volkswagen Polo, это Kia Rio и Hyundai Solaris. Это будут автомобили свежие, это будут автомобили 14-15 года, плюс-минус, все зависит от пробега, состояния комплектации, но смело можно рассчитывать от 2013 года на автомобили с пробегом 1080-90, автомат механика. Машины с достаточно большим ресурсом, все-таки не зря эти автомобили очень активно используются в такси. Ну и самое главное, найти автомобиль не из-под такси, потому что очень часто обращаются за поиском такого автомобиля, и по базам зачастую автомобили оказываются действительно чистые, красивые, а по факту машина оказывается из-под такси. Дальше эти машины действительно могут вас порадовать своими опциями. В максимальных комплектациях это может быть и климат-контроль, и подогрев руля, и подогрев лобового, литые диски, тормозные диски сзади, бесключевой доступ в максимальных комплектациях. Да это, в принципе, наверное, все, это даже больше, я могу вам сказать, чем нужно для эксплуатации такого автомобиля. Поэтому это действительно достойный автомобиль за 500 тысяч рублей, максимально свежий, простой и надежный. Мы плавно с вами переходим к, наверное, тройке, ну или там, к
к двойке лидеров в нашем топе. Объясню почему. У нас осталось два автомобиля, которые мы выделили. Начну с автомобиля Kia Cerato. Kia Cerato – наш следующий автомобиль, который можно купить за 500 тысяч рублей. Это будет 9-10 год, 1.6 на автомате, с небольшим пробегом 80-120 тысяч километров и действительно в отличнейшем состоянии. Один-два собственника, может быть даже родной окрас, у них есть хорошие комплектации, 17-литые диски, климат, бесключевой доступ, подогрев сидений и в принципе все необходимые опции для комфортного использования автомобиля. Что касается ресурса и стоимости обслуживания, то эти машины ходят по 300, по 500 тысяч километров при обслуживании только по регламенту. 15 тысяч километров, меняйте масло и все остальные расходники. Это действительно очень надежный, практичный автомобиль, при том, что сзади у нас стоит балка. Это к вопросу об обслуживании подвески. Но при этом это накладывает некоторые отпечатки в комфорт, особенно на более высоких скоростях. Да, за 500 тысяч рублей это, наверное, один из самых лучших автомобилей. Ну и плюс у нас очень любят в стране седаны, поэтому это тоже плюс к машине. Если вы хотите купить Kia Cerato на шестиступенчатом автомате, который начал выпускаться с конца 2011 года, был, так скажем, под рестайлинг, то закладывайте почти 600 тысяч рублей. И последнее, первое место, который у нас занимает автомобиль. Это тоже автомобиль марки Kia. Это Kia Ceed первый рестайлинг. Машина будет свежее, чем Kia Cerato, потому что они даже новыми были чуть дешевле. Это будет 11-12 год. Это будут машины с пробегом до 120 тысяч километров. Это может быть самая максимальная комплектация, в которой и двухзонный климат, и подогрев зоны дворников, и поясничные подпоры, автозатемнение зеркала заднего вида, складывание боковых зеркал, подогрев сидений. И да, в принципе там на самом деле очень много опций. По-моему, нету бесключевого доступа, но в принципе это не самая необходимая опция для автомобиля, поэтому... Наверное, к минусу этого автомобиля, как и к плюсу, можно отнести заднюю многорычажную подвеску, которая начинает постепенно требовать внимания после 130 тысяч километров. Но при этом такой же надежный 1.6 двигатель, как и на Kia Cerato, и такая же четырехступенчатая коробка автомат. К сожалению, Kia Ceed не мог дать вам шестиступенчатого автомата даже на более свежих годах выпуска. Шестиступенчатый автомат стали ставить только на втором поколении, но на второе поколение стоит закладывать 650 тысяч рублей. 12-13 год с небольшим пробегом. Возвращаясь к первому рестайлингу, ребят, это действительно надежный, отличный автомобиль, который будет радовать своей динамикой, комфортом. Выпускался, кстати, в кузове купе-хэтчбэк. Я не знаю, как правильно сказать, потому что их все называют по-разному, но вообще это трехдверный хэтчбэк. Дальше по машине, да, никаких нареканий. Это действительно суперский отличный автомобиль, который вы можете найти с пробегом до 100 тысяч километров от одного собственника в родном окрасе. Но остается только загвоздка в том, что такой автомобиль очень сложно, практически нереально найти, потому что желающих на такой автомобиль больше, чем предложений на рынке, да и в принципе предложений. Думайте об альтернативах, выбирайте автомобили с умом, потому что действительно на рынке есть что купить в этом бюджете за 500 тысяч рублей. Небольшая пометочка. Многие спросят, а где же Mitsubishi Lancer 10 за 500 тысяч рублей? А вы знаете, этот автомобиль будет также включен в категорию автомобилей так себе. Почему? Потому что 1.5 масложор, 1.8 2 литра найти практически нереально живые, они идут с вариатором. На механике, да, двухлитровый автомобиль, двухлитровый Lancer на механике найти можно, это действительно надежная компоновка, надежный ресурсный двигатель, но за 500 тысяч рублей машину 7, 8, 9 года покупать, да, можно, это
К вопросу о том, что это действительно реально, но так себе за 500 тысяч рублей покупать машину 13-летнюю с нюансами по кузову, с пробегом 160, 170, 180, потому что, реально найти машину с меньшим пробегом, честно, это очень и очень непросто. Это теоретически реально, но непросто. Поэтому Lancer 9 за 500 тысяч рублей остается в списке автомобилей так себе за 500 тысяч рублей. Друзья, на этом мы заканчиваем наш топ автомобилей за 500 тысяч рублей. Если вдруг какой-то автомобиль, который вы считаете, что мы должны были включить в этот топ, напишите в комментариях свое мнение. Напишите в комментариях, какой автомобиль вы бы купили из этого топа. Поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. С вами был Овчинников Кирилл, компания ОК Авто. Всем пока.